Друзья, всем привет! Давно я не снимал ролики для канала. Некогда было, да и тем особых не было. Поэтому сегодня есть повод. Собственно говоря, кто за мной наблюдает, за каналами там, и соцсетями, знает, что я торгую опционы в последнее время. И мне ребята в одном сообществе посоветовали один проб, в котором доступны опционы. Да, это, наверное, единственная проб-компания, которую я знаю, в которой есть такая возможность. Да, называется она Old Money. Здесь, получается, торговля ведется на Bybit. Есть еще MetaTrader, но мы опустим MetaTrader, много где есть. Да, то есть мы через API ключи подключаемся к Bybit, к своему аккаунту, да, ну, кто там боится основной подключать, может новый сделать. И, собственно, там проходим челлендж на демке. Собственно говоря, вот сайт их. Сайт, кстати, работает только с VPN. Не знаю, может они сделают в дальнейшем какие-то зеркала, что, конечно, для нашей аудитории не очень удобно. Да, но как бы Bybit работает без VPN, то есть там никаких проблем нет. Да, не будет, как в других пробах, там что-то отваливаться, как бы VPN заглючил, еще что-то, как бы терминал какой-то глючный, да, котировки непонятно откуда. Нельзя там в некоторых поставить стоп-лосс в плюс, да, там и прочие проблемы. Здесь как бы этого нет. Так, что мы имеем? Давайте коротко. Терминалы. Получается, Bybit, опционы доступны. Могут, если статистику дадите, вам фондированный аккаунт дать, да, KYC не требуется. Коворкинг, не знаю, надо кому-то или нет. Тра-та-та-та-та. Ну, собственно, про нюансы я сейчас попозже расскажу. Да, вот есть даже кто хочет заплатить налоги, пожалуйста, вам дадут справку. Если таковые товарищи имеются, да? Так, это у нас личный кабинет. Да, я еще сам, кстати, не покупал эти, господи, челленджи. Что у нас есть? Нас, наверное, больше интересует одна фаза. Да, торговые дни 6, цель по прибыли 11, максимальная просадка 8, дневная 4. Да, выплата 80 на 20. Ну и, соответственно, на 5, 10, 25, 50 и 100 тысяч долларов. Да, стоимость как бы понятно. 119 есть еще, а я потом прикреплю промокод, да, на скидку 10%. Что дальше? Чем отличается от других? Ну, мне удобно, я почему рассказываю, как бы у меня нет там с ними особо там никаких договоренностей. Потому что опционов, как я уже сказал, нет нигде, да, а у меня, помните, если была старая стратегия, да, где можно фьючерсы хеджировать опционами во внутридневной торговле. Я об этом рассказывал. И, собственно, поэтому я обратил внимание. Ну, то есть, понятно, там свои деньги использовать, как бы, ну, их и нет в таком объеме. Не, здесь он пару челленджей взял на 100 тысяч долларов, да, и как бы у тебя есть депозит нормальный, да. Кто не хочет там своими деньгами рисковать, особенно новички, что, ну, это как бы некоторые не любят проб-компанию, но это полезная на самом деле штука, да, там в процессе обучения. Что ты заплатил 79 долларов, ну, минус еще там купон на скидку, да, там это условно 70 долларов. И все. И ты как бы тренируйся на здоровье, да, потерять ты сильно не потеряешь. И как бы, да, вот, когда ты почувствуешь силы, когда ты сможешь сам проходить эти челленджи, да, тогда уже можно туда вкладывать там свои деньги.
Да? Ну, хотя зачем вкладывать свои, когда можно торговать на чужие. Но есть, конечно, нюансы в этом во всем. Так, ладно, с этим понятно. Правила. Правила здесь разрешены торговля фьючерсами, опционами с расчетной валютой USDT, USDC и инверсные контракты и спот запрещены. Да, копитрейдить можно, торговые боты, советники, хеджирование в рамках своей стратегии, мартингейл, торговля без стоп-лосса, удержание на ночь и выходные, торговля во время новостей, выплаты через 14 дней после первой сделки, затем каждые 14 дней доля прибыли 80/20, возврат комиссии за челлендж после четвертой выплаты. Скейлинг плюс 25% к счету после 12% прибыли за 3 месяца. Ну, это, я так понимаю, скейлинг это увеличение счета. Я, честно говоря, не знаю точно, что это такое. Ну, да их бог с ним. Так, максимальный размер счета не ограничен индивидуально. Ну, как он не ограничен? Ну, продают по 100, вот я так понимаю, что там могут что-то увеличить. Ну, это надо там отдельно договариваться. Максимальная сумма вывод за один запрос 10% от начального баланса. То есть здесь надо пояснить кое-что. То есть выводить вы можете 2 раза в месяц по 10%. Итого в месяц не более 20% от челленджа вы выведете. Да? Если там челлендж на счет на 100 тысяч, ну больше 20 вы как бы не выведете. Ну, еще непонятно, как бы 80/20, как бы, может, не 20 даже тысяч, да, там, а 16. Поэтому сильно маленький, как бы, ну, брать, не знаю, там, учиться только. А так смысл там на 5000, да, если вы на 5000 возьмете, то вы в месяц сможете выводить, там, условно, 1000, а может быть даже и 800 максимум. Они, конечно, типа там копятся, ну, то есть они не сгорают, эти деньги, ну, как бы, не знаю, либо там, допустим, если вы много заработали, то может быть один как бы оставлять, где есть прибыль, пока не выведешь, брать второй. Ну, короче, это все надо сначала заработать. Так, все счета на Bybit. Ну, соответственно, да, здесь как бы очень удобно, то что нет каких-то левых терминалов, где котировки берутся непонятно откуда. Да, понятно, что там счет на Bybit сначала он демо-счет. Второй момент еще очень важный. Drawdown считается от стартового баланса. Пол не двигается. Сейчас я объясню вам, что это такое. Допустим, вы прошли челлендж, да, получили фондированный аккаунт на 10 тысяч долларов. Ну, для простоты расчета. Вы, допустим, заработали там 3000 долларов. То есть у вас 13 тысяч баланс. Да, вот вы сели торговать в начале дня и ушли в просадку на 4%. Ну или там на 5%. Да, и у вас этот аккаунт обнуляется в других пропах. Ну, не во всех, но в большинстве. Хотя у вас как бы баланс, он в плюсе. То есть у вас изначально был на 10, на нем было 13 утром, но то, что вы ушли там, потеряли больше там 4-5% за день, у вас он обнуляется. Ну, то есть это специально сделано для того, чтобы как бы вас обнулить. Да, здесь не так. Здесь у вас условно аккаунт на 10 тысяч, да, и он обнулится, если вы уйдете в минус, только и будет у вас там, допустим, 9600 за день. За день 9600, либо сколько там, 8% общая просадка, да, получается, либо 9200 как бы всего. То, что вы там заработали, допустим, вы там заработали несколько тысяч долларов, да, вы их как бы можете спокойно терять, как бы никто у вас аккаунт не заберет, и это я считаю, что честно. Потому что это по сути ваши деньги. Вы их можете как бы сохранить, можете приумножить, можете как бы и профукать. Так, дневная просадка статичная, максимальная просадка статичная. То есть ничего там никуда как бы не съезжает, не надо там постоянно пересчитывать изменения на балансе. Вот вы как бы знаете, что у вас
9200 как бы полный пипец. 9600 как бы надо следить. Так, максимальная дневная, максимальная, так, ну это понятно. Место прохождения второй фазы можно предоставить статистику торговли с журналом сделок. Ну, у кого она есть, да, и после собеседования вам могут дать фондированные уже. Ну, я считаю, что лучше однофазный брать, как бы это удобней. Две фазы все-таки долговато. Так, торговый день. День, в котором была закрыта хотя бы одна сделка. Прибыльный день – это торговый день, в котором баланс по закрытым позициям на конец дня превысил баланс на начало дня более чем на 0,5%. Это тоже важно. 0,5% это у нас от 10 тысяч. 1% это 100 долларов, да? Полпроцента это 50 долларов. То есть, если вы заработали меньше 50 долларов, то вы как бы в пролете. Хеджирование между счетами или аккаунтами запрещено. Ну, понятно, да, вы там здесь шорт открыли, там лонг, как бы, и типа это самые умные. Ну, нет. Такое не прокатывает. Так, что еще из важного? Из важного. Так, ну как подключать, я не знаю. Если будет интерес, я сниму отдельное видео, да, я сам, честно говоря, еще не подключал. Ничего, посмотрим, как это делается, да, через API тем более. Это как бы, ну, может вызвать у некоторых какие-то сложности. Ну, то есть это не просто там ввел там логин, пароль, как и все, и привет. Так, дальше что? Я вам предлагаю. Кто не смотрел, посмотрите, как хеджировать позиции внутри дня. Ролик у меня есть на канале, даже не один, а два. Правда, мало там кто что понял, поэтому предлагаю. Я оставлю ссылку реферальную внизу под постом и промокод на скидку. Регистрируйтесь, наберется там хотя бы 5-10 человек. Будем проходить с вами вместе этот челлендж. И я буду объяснять вот эту свою стратегию. То есть мы будем использовать ее. То есть открываем на фьючерсах внутри дня, ну, 1-2 дней. Позиции какие-то краткосрочные. Хеджируем их опционами. И, собственно, проходим челлендж таким образом. Ну, это не значит, что мы его пройдем там за 1-2 дня. Да? Риск менеджмент я распишу потом, как он считается. То есть на пропах и как бы на своих деньгах абсолютно разные методики подсчета. Ну, чтобы не просрать как бы челлендж там за один день, а более-менее нормально торговать. Оно считается по-другому немножечко, чем на свои деньги. Ну, потому что у вас есть риск на день, есть риск вообще на депозит, который нельзя превышать. И исходя из этого, как бы считается риск, максимальные позиции и так далее. Это я распишу. Дальше что? Ну и вот так попробуем пройти с вами всю эту историю. Мне тоже интересно, потому что общество как бы стимулирует меня не делать всякую херню, скажем так, не заигрываться. Да, когда на тебя смотрят, ты как бы все равно переживаешь, да, за какую-то репутацию, там еще за что-то, и более ответственно подходишь к торговле. Попробуем, может быть, даже будут какие-то стримы в Твиче. Я не знаю, Twitch как бы он без VPN. Ну, короче, где VPN не требуется, вот там и будем, скорее всего, делать. Вот такая история. Я как бы рад, что появился такой инструмент, скажем так, да, где можно взять деньги в управление и торговать. Ну и вы как раз научитесь, хотя бы кто в опционах не очень хорошо разбирается, хотя бы там нажимать кнопки, покупать, продавать, да, как там делается, как смотрится, какая логика там принятия решений, да, в хеджировании, как считаются позиции, так на глаз.
Конечно, я буду стараться объяснять это все доступно. И я думаю, что все у нас с вами должно получиться. Так, ничего не забыл мне рассказать? Вроде нет, тема набирает популярность. Ну, для тех, кому как бы опционы не нужны, что я могу посоветовать? Как бы у нас сейчас на рынке как бы, ну, из крупных Hashhedge, да, Upscale, ну, на рынке СНГ я имею в виду. И вот ребята новые появились, о которых я сегодня рассказывал, Old Money, да? Еще кто-то был, я уже забыл. Но кому интересно, вы можете пользоваться. Есть для россиян иностранные пропы. Они дешевле. Ну, кому не надо, там, допустим, опционы, там еще что-то там, да. Крипту, может, не надо, а надо там Форекс или фонду. Вы посмотрите, загуглите просто как бы и можете пользоваться. Там не все с россиянами работают, как бы, но есть, которые работают до сих пор. Такс, как-то так. Поэтому в описании переходим, регистрируемся, покупаем. Ну, как я увижу, там все равно в кабинете там кто-то подключился, не подключился, как там кто-то подключится, я сниму ролик, как подключать через API это все к Байбиту. Ну и, собственно говоря, как бы количество инструментов тоже отличает. То есть вы понимаете, на Байбите как бы все доступные инструменты у нас будут, в том числе и мемы, и вот это вот вся говно непонятное, там весь этот скам. Как бы им тоже можно торговать. Ну, в отличие от других, скажем так, пропов, у которых там ограниченное количество криптоактивов, которыми можно торговать. Как-то так, ладно, не будем долго рассказывать. Все, счастливо, вопросы пишите в комментариях, кому что непонятно, кому что интересно. И, ну давайте, подождите, посмотрим, как оплачивать еще. Честно говоря, не знаю. Ну, давайте выберем какой-нибудь к оплате. Так, ну оплата у нас здесь с вами криптой. Ну, крипту сейчас купить даже там новичку не проблема, да, вы можете там Алтын там и так далее, там обменников этих там миллион, даже которые сейчас по карте как бы меняют, можно спокойно зайти и обменять. Так, перейти к оплате, сейчас посмотрим, где промокоды вводить. Промокоды вводить, наверное, не здесь, а дальше, хотя странно. Странно. Тра-та-та-та-та. Мы, наверное, проехали, да. Ваш аккаунт. Вот здесь пишем. Я еще его напишу. Так, Markets. DeFi. Применить. И не применяется. Почему-то. Потому что, наверное, это мой аккаунт. Или применяется, или не применяется. Так, 349. Херакс. И нифига. Что несколько печально. Фу, потому что я неправильно ввожу промокод. Ребята. Я ввожу ее как почта начинается. А это не очень хорошо. Оба-на! Все, 10%. И переходим к оплате. Тра-та-та. Здесь забиваем вашу почту. И погнали. Так, ладно. Все. Так, затянули. Потом загружать это все долго. Все, ребята. Всем удачи. И давайте вместе будем проходить все это дело.